Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Антуриум сорт Green Queen попал ко мне примерно неделю назад. Мне его отдала дочь с просьбой нарастить на стебельках воздушные корни и в дальнейшем омолодить растение и пересадить его в свежий грунт. Ради интереса взяла одну сторону, обложила сфагнумом, а другую грунтом второго состава. Давайте посмотрим, что у нас здесь получилось. Очень даже интересно. С этой стороны у нас грунт второго состава. Давайте уберем и глянем. Так, ну корешки, конечно, есть, но их не так уж и много. Далее смотрим с этой стороны. С этой стороны у нас сфагнум. Убираем. Опа. Смотрите, какая красота. Здесь, конечно, корней гораздо больше. Растение стало расти корни в том субстракте, который ему больше понравился. С учетом, что мох сфагнум я использовала не живой. У меня на тот момент, когда я это все делала, не было его под рукой. Я взяла обычный мох сухой с магазина, размочила его. Вот это остатки у меня хранились в холодильнике. Вот он вот такой вот влажненький. Сейчас я что хочу сказать. Давайте я также верну мох обратно. И с противоположной стороны тоже обложу мхом. Я так думаю, совсем немножко времени пройдет, и мы вместе с вами омолодим эти растения. Прошла еще неделя после того, как мы посмотрели с вами корешки и убрали грунт второго состава с одной стороны и положили также мох сфагнум. Сейчас посмотрим, что у нас вышло. Аккуратненько убираем мох. Какие красивые корешочки. Вот. Так, и с этой стороны также. Обратите внимание, корни большие, красивые. Вот вывод какой, что все-таки, используя мох сфагнум, корешочки на стебле растут гораздо быстрее. Грунт второго состава очень хорош для общего роста, а именно для наращивания корней лучше использовать мох сфагнум. Сейчас пришло время отделить верхнюю часть и посадить в грунт. Что мы будем с вами делать? Обратите внимание, какие у нас длинные корешки. С той стороны, где изначально стволик у нас был обмотан мхом, корешки вон ушли даже в грунт за питанием. Пришлось их откапывать. С этой же стороны, где был изначально у нас грунт второго состава, корешки, конечно, послабее, но тоже неплохо подросли. Так, теперь будем обрезать. Здесь два стволика, поэтому каждый стволик я хочу посадить отдельно. Будем обрезать так, чтобы все воздушные корешочки оказались у нас на стволике. Так, здесь примерно неудобно очень. Они так близко расположены друг к другу. Так, первый. Вот какие корешочки хорошенькие у него. И второй. Второй вообще богатый будет у нас. Здесь как можно ниже, наверное, обрежу его, чтобы все корешочки. Как-то так очень даже туго получается. Ну ничего, мы справились. Какие богатые. Что здесь? Здесь мы еще обрежем нижние листья. Они здесь ни к чему, слишком много. Вот и цветочек, конечно, желательно бы тоже обрезать.
Ну, так жалко. Давайте пока оставим. Пусть полежит. Здесь у нас вот этот листик мы обрезаем, самый нижний. Так вот. Корешков у нас мало, и листиков не должно быть слишком много. Это мы посадим в грунт второго состава. Что касается пеньков. Здесь у нас два пенечка остались. Вот один прям самый внизу. И вот второй пенечек. Эти пенечки мы вытаскивать из грунта не будем. Оставим в этом же грунте. Накроем сверху пленочкой и поставим в тепличку под хорошее освещение. В дальнейшем из этих пенечков пойдут молодые росточки и получится неплохой пышный кустик. Итак, давайте приступим к посадке. Я убрала сухие чешуйки с стебелька. Делать это надо очень аккуратно, потому что под ними у нас могут быть боковые побеги. Вот посмотрите, один. И здесь еще где-то я еще видела. Ну, вот этот уже большой. Где-то еще был у нас. В общем, делать надо очень аккуратно, чтобы их не повредить. Для посадки мы будем использовать, как обычно, грунт второго состава. Напомню, что это 3 части кокосового субстрата крупной фракции и 1 часть верхового торфа. Берем такие горшочки, на дно немного присыпаем грунта и затем аккуратненько помещаем туда растения. Делать все надо очень аккуратно, потому что корешочки очень нежные у антуриума, и их можно повредить. Вот. Свободное пространство аккуратно заполняем грунтом. Так, это вы уже знаете, не раз мы с вами вместе все это делали. Вот один у нас готов. Следом второй идет. Оп. И также все быстренько подсыпаем. Ну, какие красавцы у нас получились. Корешки здоровые, молодые. Растение быстро пойдет в рост. Все. Отлично. Растения у нас посажены. Листовую массу можно обработать биостимулятором. Я использую HB101. Листочки обрабатываем с обоих сторон. И это растение также. Многих, может быть, удивит, почему мы обрезали, в принципе, здоровые листья с растения. Но почему мы это сделали? Листья большие, листьев много, а корешки у нас слабенькие. Вот эти листья сейчас начнут испарять влагу, а так как корешочки слабенькие, они могут просто не справиться с этим. Поэтому листики мы обрезали. Цветочек вот этот, конечно, тоже надо обрезать. Жалко, но придется. Сейчас этим растениям нужна повышенная влажность и умеренное освещение. Мы всегда рекомендуем ставить растения под хорошее освещение, под яркое. Но в этом случае этого делать не стоит. Недели 2 примерно растения должны постоять при умеренном освещении. Можно использовать обычный подоконник, северную, восточную сторону, но не южную. Через 2 недели вы можете уже ставить растения под более интенсивное освещение. Что касается пенечка. Пенечек я закрыла пленкой, присыпала корешочки, которые были на поверхности грунта.
Вот пеньку сейчас как раз нужно хорошее освещение, яркое, интенсивное. Вот, поэтому, так как мы не тревожили пенек, корешочки не трогали, вот, при хорошем освещении он быстро пойдет в рост. Пенечек отправится в тепличку, а эти растения отправятся на подоконник. Вывод, какой мы хотели сделать этим видео. Изначально мы проводили эксперимент, то есть показывали, как наращиваются корешочки на стебельке при помощи мха сфагнума и грунта второго состава. Все-таки мох сфагнум быстрее наращивает корешки, поэтому советую вам использовать именно его. Спасибо за внимание, всего вам доброго. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До новых встреч!